Правильный выбор технологии откорма овец является залогом успеха разведения при минимальных затратах. Обеспечив животных соответствующим питанием и содержанием, подобрав правильную породу и корма, отслеживая постоянно набор веса и убой, фермер получит нежный и сочный конечный продукт. Выбирая овец для откорма, желательно остановиться на мясных породах, которые быстро набирают вес и имеют высокий убойный выход. Вкус их мяса высоко ценится. Среди популярных в России пород грузинское, горьковское и северокавказское мясо шерстное. Для улучшения мясных пород селекционеры часто используют гемпширскую, шропширскую и иные британские породы. Молодняк на откорме быстро наращивает массу, а взрослые овцы склонны к образованию сальной прослойки. При интенсивном откорме молодняка фермер получает качественное мясо за сезон. Для этого используют ягнят, рожденных зимой. Их начинают подкармливать уже при питании материнским молоком. Ягнят отлучают от овцы-матки в 3-5 месяцев. В стойле овец откармливают зеленой травой и сеном. Более питательными корма становятся при добавлении 600 граммов концентрата. Это ускоряет набор веса. Для этого добавляют 100 граммов протеина на килограмм кормов, чтобы получить нежирную ягнятину с высоким содержанием белка. Данная технология умеренного откорма позволяет получать зрелое мясо с сальными прослойками. Отняв мартовских ягнят в 4 месяца, к осени на пастбище получают вес молодняка 50-58 килограммов. Чтобы мясо было жирным, откармливают взрослых животных. Для этого им дают комбикорм, солому из злаковых, сено гороха, фасоли, сои, а также сивас. Выгоднее ставить на откорм ягнят в возрасте до 10 месяцев. При одинаковом наборе веса в 150 граммов молодняк поедает 6-7 кормовых единиц, взрослые овцы 10-12. Летом выпас сочетается с откормом в стойле, зимой можно кормить в стойле и на воздухе в загоне. Благодаря густой шерсти овцы не требуют теплых помещений для содержания. Оптимальная температура зимой в стойле 3-5 градусов, но помещение должно быть сухим. В одном 120-150 голов. На овцу должно приходиться до 8 квадратных метров. Для гигиены питания кормушки нужно регулярно чистить. Несвежие корма овцы не едят. Кормят их до 5 раз в день. Новые продукты вводят осторожно, чтобы избежать расстройств кишечника. Для качественного откорма нужно следить за количеством употребляемой воды. При сухих кормах это до 2,5 литров в день и гораздо больше в жару. Не дает результатов откорм без нагула. Для него в отары собирают овцы-маток, кастрированных овец, молодняк этого года. На размер отары влияет число овец и площадь пастбищ. Это от 200 до 900 особей. Пастбища подбирают при суточной потребности овцы 1,8 кг в день, молодняка до 6 кг. Для пастбища необходимы сухие участки с мягкой травой без колючек. Если земли для выпаса мало или зимой, откорм осуществляют в стойлах. Молодняк берут на откорм при весе 18 кг. Завершается он, когда ягненок весит 32-42 кг. Максимальный вес на откорме 50-55 кг. Для откорма используют сочные корма, комбикорм, грубые, концентрированные, а также сивас. При откорме осенью в качестве добавки к зерну и сену используют свекольную ботву. Подходящим кормом являются отходы элеваторов в сочетании с сеном. Обязательной частью рациона является зерновой корм. Важную роль играют резанные овощи, смешанные с сеном или соломой. В корме не должно быть колючек. Правильный подход к откорму овец дает вкусное мясо по низкой себестоимости в короткие сроки. Сочетанием различных кормов можно повысить интенсивность откорма. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.